Всем привет! Очень часто нас спрашивают, как можно сделать высокие сапоги или сапоги-чулки, которые нередко встречаются, например, в классических образах супергероев. В этом туториале я покажу вам, как сделать сапоги со швами спереди и сзади. Если же вы хотите, чтобы они больше походили на чулки, то лучше сделать швы по бокам. Сперва нам нужно подготовить выкройку будущих сапог. Вы можете попросить кого-нибудь обрисовать вашу ногу прямо на бумаге, но я все-таки советую снять мерки и построить примерную выкройку на их основе. Снимаем мерки обязательно сразу же в той обуви, на основе которой вы будете делать ваши сапоги. Измеряем длину по внешней стороне, от подошвы до щиколотки и дальше до того места, где будет край вашего сапога. Также измеряем длину по внутренней стороне, начиная от каблука. Далее измеряем обхват ноги в нескольких ключевых точках. Чем их больше, тем точнее будет выкройка. Измеряем расстояние между точками обхвата. Теперь снимаем мерки с обуви. Несколько обхватов от подошвы с одной стороны до другой. Длина по подъему до щиколотки и длина пятки, а также обхват по периметру подошвы. Этих мерок будет достаточно, чтобы нарисовать примерную схему половинки вашей ноги. Вот что должно получиться в итоге. Для выкройки стопы можно примерно обрисовать вашу обувь. Приступаем к работе над сапогами. Вам понадобится обувь для основы, ножницы, ткань, лучше всего плотный трикотаж. Я буду использовать искусственную кожу на трикотажной основе. Контактный клей, советую использовать момент кристалл, нитки с иголкой, булавки и мел. Складываем ткань пополам лицевой стороной внутрь и обводим подготовленную выкройку. Расположите выкройку так, чтобы наибольшее растяжение ткани приходилось на ширину сапога. Не забудьте про припуски на швы. Лучше сделать их покрупнее, если вы еще не уверены в размерах. Также я оставляю большой припуск внизу. Излишки мы срежем, когда будем обклеивать туфли. Далее вырезаем, скалываем булавками и сметываем. Теперь примеряем сапог, обязательно вместе с обувью. Ткань должна как можно плотнее облегать вашу ногу. Подгоняем размер сапога при помощи булавок. Аккуратно снимите и скорректируйте выкройку по булавкам. Снова сметайте и повторите примерку, пока результат вас не устроит. Советую сохранить получившуюся выкройку на будущее, это сэкономит вам время. Итак, когда сапог максимально плотно сидит на ноге, можно прошить его на машинке. Примеряем и проверяем швы, если необходимо, корректируем. Важно, чтобы ткань как можно плотнее прилегала к туфле спереди и сзади. Так как я использую искусственную кожу, швы обрабатывать не обязательно. Я подрезаю излишки припусков, отступая примерно полсантиметра от шва. Трикотаж для надежности лучше обрабатывать зигзагом или на оверлоке.
Выворачиваем сапог и делаем финальную примерку. Еще раз убедитесь, что ткань плотно облегает обувь и ногу. Теперь сильно потяните ткань вниз и приколите булавкой к туфле. Будьте осторожны, не уколите себя. Безопаснее всего вкалывать булавку прямо в стык туфли с подошвой. Продолжайте вкалывать булавки по периметру всей подошвы. Срезаем лишнее, оставляя примерно сантиметр на подгиб. Далее мне удобнее сразу подогнуть ткань. Уберите булавку, подогните припуск и снова приколите к подошве. Теперь можно увидеть, как будет выглядеть наш сапог в итоге. Проследите, чтобы передние и задние швы были четко посередине. Отколите булавку, нанесите немного клея, распределите его и плотно прижмите ткань к обуви. Можно снова вколоть булавку в том месте, где вы уже нанесли клей, чтобы ткань не отклеивалась и не съезжала. Излишки клея можно аккуратно убирать салфеткой или тряпочкой. Продолжайте по периметру всей подошвы. Если клей случайно попал на ткань, не волнуйтесь. Уберите его салфеткой, не давая впитаться. Оставшееся пятно можно аккуратно убрать небольшим количеством растворителя, например, ацетоном. Чтобы клей не просочился через ткань, я не советую выбирать тонкий трикотаж, иначе придется сшивать его в 2 слоя. Дайте клею высохнуть. Полное высыхание происходит через 24 часа. Теперь можно убрать булавки и примерить готовый сапог. Если клей где-то плохо схватился, подклейте это место и оставьте еще на пару часов. Если ваша ткань не очень хорошо растягивается, можно вшить потайную молнию сзади в узкой части лодыжки. Теперь повторите действие со вторым сапогом. Осталось подогнуть и подшить верхний край. Для высоких сапог можно вшить резинку, чтобы они лучше держались на ноге. Готово! Смотрим на наш результат. Этот способ подходит для любой обуви. Спасибо за просмотр! Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях.